Здравствуйте, Иван и Артем. С радостью предоставил бы вам свой третий фокус. К сожалению, я не из Москвы. Артем, скажите, пожалуйста, как ты относишься к чип-тюнингу, увеличению мощности, например, Ford Focus 3 2 литра со 150 до 183? Есть ли какие противопоказания для коробки или ДВС, допустим? Вообще стоит ли, не стоит это делать? Спасибо. Но чип-тюнингом я, честно говоря, не занимаюсь. Вот сам лично нет опыта по тюнингу. Ну, наверное, как и везде, есть свои плюсы, есть свои минусы. Ну, это нужно более рассматривать с теми людьми, которые этим либо делали себе, либо занимаются этим вопросом. Они больше вам расскажут. Хоствуд. Добрый день. Ford Focus 2, 2008, 2 литра МКПП. Поменял маховик, корзина, диск выжимной, но стук на холостом ходу остался. При выжиме сцепления звук пропадает. Может, мне попался некачественный маховик? Брал сакс. И еще, сразу после замены сцепление брало в самом начале. Но через пару дней сцепление стало брать в середине. Так как и до замены всего этого. Регулируется ли сцепление? Это нормально, пробуксовок сцепления нет. Сцепление не регулируется. Насчет нормальности, ну, честно говоря, не было у меня еще таких вариантов, чтобы оно так быстро меняло свой момент схватывания сцепления. Может быть, что-то неправильно в установке произошло. Ну, честно говоря, сакс, маховик хороший, нареканий не было. Он, по-моему, в оригинале тоже сакс. Поэтому ну, ничего не могу сказать по этому вопросу. Михаил Белодед. Добрый день, Иван и Артем. У меня Ford Focus 2 рестайл, хэтчбэк 1.8, 2008 год, титаниум. Пробег подходит к 150 тысячам. Скажите, пожалуйста, что ожидать на таком пробеге? Очень много родных, немененных деталей по подвеске, да и вообще по машине. Есть небольшие простукивания на плохой дороге. Грешу на стойки или опорные подшипники. Еще ездил на станции по кондиционерам. Сказали, что подшипник кондиционера подходит к износу. Есть люфт, но не шумит. Опасно ли это и надо ли менять? Дорога ли эта процедура? Еще присутствует мелкая дрожь на педали сцепления при переключении передач. Чувствуется ногой. В чем может быть проблема? Что посоветуете? Что меня ждет на таком пробеге? К чему готовиться? Что на таком пробеге по двигателю возникнут проблемы? Большое спасибо. Каждый раз с нетерпением жду ваших ответов. По поводу дрожи, скорее всего, это подходит к концу сцепления. Сцепление пора уже будет менять. Но на таком пробеге уже пора. По подвеске нужно, соответственно, смотреть подвеску, проверять просто так регулярно 15-20 тысяч. И я думаю, неожиданных проблем не возникнет. Ну, стойки, подшипники — это такие вещи, которые у Фокуса достаточно часто выходят из строя, и нужно их все время осматривать. По поводу кондиционера, да нет, ездите так, если он работает, то смысла нет его потрошить. Ну, что еще может подойти к концу? Ну, опора двигателя правая, как обычно, на 1.8 2 литра. Достаточно часто выходит из строя. Ну, по подвеске это подшипники ступичные, стойки амортизаторные, стойки стабилизатора. Все это как бы проверяется достаточно просто. Там описание есть, Иван снимал. Вот. Николай Пашин. Скажите, пожалуйста, на какой герметик сажать заглушки ГБЦ? У меня движок 1.6 100 сил. Потекли заглушки ГБЦ. И я 3 раза снимал клапанную крышку, сажал их на разные герметики. Все текут. Уже не знаю, что делать. Вот он такой. Я обычно сажаю на резьбовой герметик, лактайт называется. Нам показывали его уже. Да. Лактайт 243. Константин Немцов. Поменял я у него ремень, теперь машина с загнутыми клапанами стоит из плохо поставленного болта коленвала. Менял 6 августа. Я помню, Константин, я менял ремень, но надо было позвонить как-то, я бы предпринял меры.
если такое случилось. А Ну, что ты не знаю, вообще не маловероятно, но я бы, естественно, помог, это все бесплатно сделал, но позвоните там как-то или машину притащите, я как бы готов. Оли. Добрый день, спасибо вам огромное за подробные ответы. Такой вопрос. Ford Focus 2, 1.8 механика, пробег 79 тысяч. При торможении слышен сильный гул с задней левой стороны. Через пару торможений гул проходит. Колодки новые абсолютно. Может ли этот шум быть из-за того, что они были сырыми? Это было во время дождя, спасибо. Ну, если колодка не изношена до металла, то в принципе возможно, что это из-за того, что они были сырые, а может быть просто материал колодки так отреагировал. Иногда они такие музыкальные попадаются колодки, и как пугаться не стоит. Ну, либо оригинальные ставить, они меньше склонны к шумам, к разным при торможении. Или Ну, если попробовать не сточить оригинал. слой, да, колодок. М? Колодки снять и сточить, попробовать один слой. Несколько Ну, миллиметров. как вариант, но можно и не заниматься этим, они сами сточатся со Ну, временем. со временем, чтобы И вы их поменяете, быстрее и как бы пропал. проблема уйдет. А да. может там песок попасть? Да можно. Ну, главное, чтобы они не были изношены до металла, и все. Если они не старые, то, в принципе, ничего страшного в этом нет. Так, ну все, Артем ответил на основные вопросы. Есть еще вопросы по новому автомобилю. Во-первых, всем спасибо, кто поздравляет меня с обновкой. Раз в 7 лет я удосужился поменять автомобиль. Тут есть несколько вопросов, может Артем на некоторые еще поможет мне ответить. Значит, Александр Сапельников, приветствую вам. Во сколько рублей, если не секрет, второго Фокуса оценили, второго Форда оценили? Но я уже вам ответил письменно. Продал я его за 280 тысяч. Хотел изначально, конечно, 350, но нужно было и быстрее его продать, потому что новая машина уже подходила, а первоначального взноса не было. Так, Ахмед Чермо. Сними сюжет про систему EcoBoost. Ну, да, есть в планах такое, мы подготовимся, прочитаем литературу и снимем. Дэн Воробей. Какое-то все корееобразное пошло с ценником Тойоты. Ну, это, наверное, не корееобразное, это, наверное, скорее всего, Корея догнала европейцев по дизайну, а европейцы стоят на месте и ничего нового не придумывают. Скидку по утилизации не получил, получил скидку по трейдину, хотя машину не сдавал. Наверное, можно было бы и по утилизации получить, и была бы еще одна машина. Так, Павел Чернов. Лучше бы Шкоду А7 взял и потом переименовал канал. Цена выросла, а качество упало, хотя это относится ко всем авто. Ну, конечно, можно было, наверное, и Шкоду начальную взять в комплектации. Ну, А7, что Audi А7. А7, наверное, навряд ли, наверное, можно было взять. Так, ну, мне принципиально нужен был универсал, поскольку есть необходимость возить кое-какие вещи. Ну, с той комплектацией, которая у меня в Форде, наверняка не будет в начальной комплектации Шкоды. А как бы обертка без конфеты, без начинки не нужна была. Так, Александр Антипов. Удачи с обновкой, я на своем втором еще поездил. Ну, я 7 лет отъездил. И ничего не жаловался. Так, Сергей Солодухин. Добрый день. В ноябре мне тоже привозят такой только седан. Подскажите, как шумоизоляция? По сравнению со вторым Фокусом, шумка в 2 раза лучше. То есть абсолютно чувствуешь себя в каком-то вакууме, никаких посторонних шумов не проникает. Даже на скорости, там, скажем, 120, никаких аэродинамических шумов в салоне не наблюдается. Так, Сергей Котов. Подкапотная, интересно посмотреть подвеску на предмет изменений.
Да, с Артемом уже сняли небольшое видео, скоро будет. Вова Самарин. После второго фокуса все последующие картонные помойки. ПС раб на официальном дилере, наверное. Ну, все мы рабы той или иной системы, что ж это делать. Илхит Боксом. Поздравляю с покупкой, подскажите, как по динамике. Спасибо. Ну, пока первую 1000 не ездил, не хочу особо его узнавать динамику. Как 1000 пройдет, конечно, попробую. Но сразу чувствуется, конечно, по сравнению с моим вторым, гораздо динамичнее машина. Так, Александр Трошин. Зря автомат взял это мучение. Мучение было на механике в пробках. А сейчас гораздо легче. Денис Болбашов. Под капот заглянул бы. Ну, покажем. Александр Фердыщенко. Поздравляю. Думал, цена будет 1.2, 1.3. Были ли другие варианты или решили не изменять марки и просто обновить авто? Сам не знаю, что бы сменил. Кроме второго ничего не нравится. И если оклеить пол капота пленкой, да, но я оклеил полностью капот пленкой, поэтому у меня выгорание капота наполовину не произойдет. Охранку нормальную ставьте прежде всего. Кстати, как фарды угоняемые считаются? Фарды угоняемые машины считаются? Ну, я не знаю статистику. По новым особенно. Честно говоря, еще не... Ну а как ты у тебя ты не ставил себе сигнал? У тебя раз штатная стоит, да? Да. Ну вот я не знаю, ставить ли. Ну да, наверное. Ну вообще я думал с автозапуском, чтобы прийти зимой в теплый автомобиль, то устал уже по утрам. Ну, теперь машина с обогревом руля гораздо веселее будет садиться. Так, Александр 86R Рус. Кошмар. За 1,1 миллион можно купить Саньон Активон в максималке с турбодизелем 2.0 или Kia Sportage, или же Hyundai Конец Ford Kuga в минималке. А еще можно было бы взять Citroёn C4 седан в максималке. Короче, Ford Focus стоит 700к, и это потолок. Все, что выше, это уже развод людей на бабло. Ну, конечно, за 1 миллион можно много чего взять. Можно и отдохнуть хорошо, можно и бэушный взять. Ну, что вам сказать. Вы сходите в автосалон, как Артем сказал, и посмотрите, какие сейчас цены. И в принципе Ford как стоил в долларовом эквиваленте там 17-20 тысяч, так он и стоит. Это уже проблема рубля, что он упал. А Ford, в принципе, цены свои не поменял. Так, маленький мальчик отписался. Почему? Вернись, маленький мальчик. Мы же ничего плохого не делали. Так, и вот тут два комментария попали в спам, но я их тут решил вставить. Артем не читал, тут вот интересно. Значит, называет себя Mitsubishi Motors. Значит, азбука Ford, себя в пленку обтяни. Ты же чайник водить не умеешь, скоро в аварию попадешь. Но ничего, показка оплатят. Ты же лох, вас имеют по полной за 1,1 миллион. Покупайте подобный шлак. Ну что вам сказать, смешно все, что вы пишете. Комментировать нет слов. И второй его же комментарий. Главный твой девайс это стропон. Но мы не знаем, что это такое. Вы, видимо, специалист в этом. Перевезите свои стропоны, мы померяем на вас. Посмотрим, что да как. Может, это понравится вам. Ну и вот таких пользователей, я посмотрел, это фейковый канал, канал пользователя абсолютно пустышка. Если вы боитесь показать свое лицо истинное и пишете такие комментарии, то, конечно, флаг вам в руки и стропон в одно место. Таких пользователей я, конечно, буду банить, чтобы не портили карму, так сказать. Ну все, всем спасибо за ваши ответы, пишите новые под этим видео, в скором времени мы на них ответим, срочные вопросы пишите на сайт, присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте,
по нашему форуму. Все, всем спасибо, пока. До свидания.